Здравствуйте! Сегодня мы будем создавать антипригарное покрытие на чугунной сковородке. Многие современные сковородки уже имеют антипригарное покрытие, созданное в промышленных условиях. Такие сковородки имеют глянцевый черный цвет вместо матового темно-серого цвета чугуна. Такое покрытие обычно тонкое, и его легко снять путем раскаливания сковородки на плите или в духовке. Новые сковородки также имеют несколько шершавую поверхность, в отличие от гладкой поверхности старых сковородок наших бабушек и дедушек. Поверхность новых сковородок шероховатая, поскольку в наши дни используются литейные формы, сделанные из более грубого песка. В старые времена дно сковородок также более тщательно шлифовалось. На этом фото вы можете сравнить новую слева и старую сковородку справа. Однако даже шершавую поверхность современной сковородки можно сделать более гладкой в процессе создания антипригарного покрытия. Итак, приступим к самому процессу. Если ваша сковородка новая, ее рекомендую сначала помыть горячей водой со средством для мытья посуды, а затем вытереть или высушить на огне и прокалить примерно 15-20 минут на плите на среднем огне. Некоторые советуют насыпать на сковородку при прокаливании простую поваренную соль, для того чтобы она впитала минеральные масла. Однако я считаю, что соль здесь не обязательно, и достаточно просто минут 15-20 прокалить сковородку на среднем огне. Вы увидите, как испаряются промышленные минеральные масла в виде дыма, поднимающегося с дна сковородки. Если ваша сковородка уже не новая и уже имеет приличный нагар, а может быть и слой ржавчины от прежнего использования, то вам перед созданием нового антипригарного слоя необходимо этот нагар снять. Как его снимать, я расскажу в другом видео. Итак, после мытья и прокаливания ваша новая сковородка примет сыроватый оттенок чугуна, на который мы будем формировать защитный слой. Защитный слой сковородки представляет собой полимеризованное масло, то есть масло, превратившееся в слой, напоминающий стекло, под воздействием кислорода, высоких температур и железной поверхности. Лучше всего полимеризуются полиненасыщенные масла. Одним из самых полиненасыщенных масел является льняное масло с высоким содержанием жирных кислот омега-3. Процесс создания защитного слоя заключается в поэтапном нанесении льняного масла и запекании сковородки при высокой температуре. Начнем создавать первый слой. Сковородка должна быть сухая и горячая, чтобы открылись поры. Для этого ставим мокрую или сухую сковородку на плиту до полного высыхания и небольшого разогрева. Далее наносим льняное масло. Это можно сделать кисточкой, салфеткой или руками. Размазываем его так, чтобы оно покрыло всю поверхность сковородки. Я также покрываю ручку. Все мы знаем, что льняное масло пропадает очень быстро. Срок его хранения составляет 2-3 месяца после отжима, а после открытия бутылки оно продержится всего 2 недели в холодильнике. После этого оно начинает вонять рыбой и приобретает горький вкус. Данная исключительная реактивность льняного масла и способность быстрого образования в нем свободных радикалов нам прекрасно поможет в создании защитного полимерного слоя. Хочу сразу развеять ваши опасения. Никаких свободных радикалов в готовом антипригарном покрытии уже не будет. Готовый слой будет представлять собой полимер, который невозможно смыть средством для мытья посуды и который будет довольно трудно отодрать от сковородки, даже скребком. Теперь необходимо вытереть масло бумажной салфеткой. Вытирать будем насухо. Поверхность не должна сильно блестеть. Переворачиваем сковородку и наносим такой же тонкий слой на обратную сторону. Делать это не обязательно, но если вы хотите, чтобы к внешней стороне сковородки не прилипала пища, лучше обработать и внешнюю сторону. Вытерев внутреннюю и внешнюю сторону, сковородка готова к запеканию.
Кладем сковородку в холодную духовку на решетку дном вниз. Если вы хорошо вытерли сковородку, то после запекания никаких капель и подтеков быть не должно ни на сковородке, ни на дне вашей духовки. Включаем духовку, выставляем температуру на 230 градусов. Когда духовка достигнет нужной температуры, выставляем таймер на 1 час. Если ваша сковородка имеет деревянную ручку, то сами понимаете, запекать ее в духовке нельзя. Такую сковородку будем запекать на плите. Выберите самую большую конфорку. Пламя должно достигать или почти достигать краев сковороды. Поскольку чугунные сковородки хоть и способны сильно разогреваться и держать тепло, но плохо передают его. Края сковороды могут не прогреться до нужной температуры. Если вы будете запекать сковороду на плите, то время запекания должно быть не меньше 20 и не больше 40 минут на среднем огне. Откройте окна, закройте дверь на кухню и выйдите из нее, так как горящее масло будет печь глаза, раздражать горло и невыносимо вонять. После образования первого слоя сковородку необходимо полностью остудить. Оставьте сковородку в выключенной духовке до полного остывания. Если масло полимеризовалось, то дно сковороды должно быть немного глянцевым, но не должно быть липким. Если дно или края сковородки липкие на ощупь, значит температура была недостаточно высокой или время запекания было недостаточным. После этого процесс необходимо повторить еще 5 раз. Если ваша сковорода уж очень шероховатая, вам, возможно, потребуется больше слоев. Возможно, 6 или 7. После создания антипригарного покрытия сковородку можно мыть мягкими моющими средствами. Потом ее необходимо обязательно просушить на огне и смазать любым маслом, желательно маслом, стойким к воздействию кислорода и тепла. Особенно если вы не планируете ежедневное использование вашей сковородки. Если вдруг на сковородке все же что-то пригорело, то налейте в нее воды и поставьте на огонь. Пища легко отстанет от дна сковородки. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было вам полезным. До свидания.